Я приветствую вас, представители знака зодиака Рак. Таро расклад. Узнай будущее. Что будет меняться? Что прояснится в декабре? Что случится или произойдет в этот период? И у нас прогноз Таро на 10 дней, на декаду с 11 по 20 декабря. Давайте узнаем подсказки карт и Таро, и карт Ленорман. У нас сегодня две колоды, но одного автора. Что они нам расскажут? Одинаковые энергии. Какие события ближайшего будущего они перед нами раскроют? Давайте узнаем. И первым делом мы достанем 4 карты на Ленорман. Позволим рассказать, как карты видят этот период для вашего знака. С чем будут связаны события будущего? Какие вопросы придется согласовывать, решать? Может быть, и новости, известия какие-то получите. Или какие сферы жизни в ближайшем будущем, обозримом на 10 дней, будут наиболее актуальны. Продолжим наш расклад на колоде Таро. Достанем первую карту «Неожиданность». Следующая карта – ваша сильная позиция или буквально «Что вам идет в руки, мои дорогие?» Что вам помогает? Конечно, по основным сферам жизни – дела, работа, бизнес, у кого-то учеба, у кого-то документы. Как видят по финансам и в личной жизни карты. Достанем карту «Совет», но откроем ее в самом конце. И каковы же события? Посмотрите, у кого-то дела с детьми, может быть, даже со взрослыми детьми. У кого-то дела по дому, но это могут быть и новые проекты. Это может быть и обновление отношений. Всегда, когда выпадает аркан ребенок, это что-то как с чистого листа. Или какой-то новый интерес. Или когда мы видим новое решение проблемы. Или когда перед нами какие-то новые возможности открываются, и мы тут тоже не можем чего-то упустить. Сама по себе карта очень благополучная, приятная, именно тем, что какая-то перезагрузка с большим плюсом на какие-то новые свершения. Давайте откроем вторую карту. Благополучие. Когда выпадает карта клевер, нам всегда говорят, даже если что-то там шло наперекосяк, вот оно у тебя все равно каким-то образом вырулится со знаком плюс именно для тебя. И в целом это может ознаменовать получение денег или каких-то важных документов, важных соглашений. Может быть, для кого-то из вас вопросы даже переезда стоят. Все же на карте ребенок у нас еще и дом показан. Есть в этих значениях, точнее в значениях прорисованных карт, буквально то, что изобразил художник. Поэтому, как и мы говорим благополучие по карте клевер, но и по карте ребенок нам тоже показывают добрую очень обстановку вокруг. Есть то, чем хочется заниматься, есть то, что вдохновляет. Сама по себе какая-то радость, мои дорогие, значит, позитивный период вот этих 10 дней. Давайте откроем третью карту. Правда, для кого-то из вас будет что-то связано с домом. Это по карте дом, точнее, извините, по карте башня. И это не та башня, которая в колоде Таро. Нет, здесь нам показывают именно место вашего пребывания, но место надежного пребывания. У кого-то меня смотрят люди из разных стран, где я буду находиться в ближайшее время. И поверьте, вы найдете это место. Причем, знаете, где-то с подсказкой вашей интуиции прекрасной, где-то и как помощь судьбы высших сил, когда у нас как раз и получается достичь той цитадели, где мы чувствуем себя в безопасности. Значит, по части жилья каким-то образом, или куда вам, может быть, переехать или поехать, тут у каждого своя будет ведь концепция, опять же. Значит, этот вопрос вы решите. Именно в этой колоде есть такое значение, когда, ну, мы хотим уединиться, или мы хотим, ну, где-то ограничиться узким кругом проверенных людей, надежных людей, кого мы уже знаем. Мы знаем, что от них ожидать. Мы можем где-то на них рассчитывать, на их помощь, на их поддержку. И мы лишних людей уже не хотим, вот по этой карте.
Может быть, и вы словно охраняете свою башню, свою цитадель от непрошенных гостей. Есть такой момент. Иногда вот и проходит, что мы хотим именно уединиться. Мы не хотим, чтобы кто-то нарушил нашу нирвану. Вот такое тоже может, мои дорогие, проиграться. А у кого-то буквально просто согласование по части недвижимости. Давайте откроем еще одну карту. А вот и правда, есть такое прописанное значение, что мы не впустим буквально врагов, а у вас выпадают крысы. Может быть, есть те люди, от которых вам дистанцироваться хочется, но крысы – это те, которые ждут удобного момента. Может быть, это вы словно среди своего окружения проведете определенную ревизию и кого-то вычеркните. Красиво, аккуратно. Именно потому, что разгадаете чей-то хитрый план. Вот я такое тоже могу предположить. Ведь крысы – это всегда какая-то тайна. Это так вот из-под тишка, незаметно. И с учетом всех верхних карт у вас получится, ну, любой план осуществить. И даже если, я надеюсь, не для всех эта карта проиграется, но если действительно, мои дорогие, но есть в вашей жизни вот такие персонажи, на которых невозможно понадеяться, от которых так и жди либо подвоха какого-то, либо какого-то минуса, либо в какую-то трату они могут втянуть. Вот самые разные вот такие направления со знаком минус вы вычеркните, исключите, точнее, из своей жизни. У вас получится. Потому что вверху карта благополучия. Да, где-то и подсказывает карта с одной стороны. Ты пересмотри, может быть, свое окружение. Может быть, есть те, которым ты просто по умолчанию доверяешь. А здесь нужно подойти как-то так более рассудительно и слушать интуицию. Она как раз и помогает нам увидеть некоторые шероховатости, которые могут на начальном этапе свидетельствовать о том, что человек не очень честен. Давайте откроем неожиданность. И я могу сказать, вы должны хранить свое добро, десятка пентаклей, так и свою семью, свою, может быть, пару. Особенно у кого сейчас, понятно, есть что хранить. И я имею в виду, у кого надежный союз, у кого семья, мои дорогие. Даже если вы, мои девочки дорогие, вы и ваш ребенок, это и есть семья. Значит, вот все то, что на сохранении вас самих, вашего любимого ребенка, и неважно какого он возраста, или буквально вашего дома, на сохранение, может быть, вашего как и здоровья, ваших денег, вашего благополучия. Вот все то, что где-то мы подразумеваем под словом материализм, нужно сохранять вот от таких мышей или крыс. Больше карты говорят, что у тебя сейчас благополучный период. И, в принципе, ты любой ситуацией можешь управлять, нет ничего невозможного. Но есть один тонкий нюанс, как тот, который словно притаился в тени. И вы не можете поставить под удар свое благополучие. Вот говорю вот прямо так. Но в неожиданностях тут могут приходить конкретно деньги. Тут может быть больше денег, безусловно, по десятке пентаклей. Это могут быть какие-то предложения. Предположим, у вас была дружба, но не оформлены пока отношения. А здесь вы можете задуматься об этом. Или будете просчитывать, как мы можем обустроить наше уже совместное жилище или начать жить вместе. Могут быть важные разговоры о смене статуса, могут быть и о совместном семейном бизнесе, даже какие-то просчеты. Просчеты я имею в виду просчитать наперед, каким образом, в каком направлении мы будем это продолжать. По максимуму десятка пентаклей удваивает, наверное, многократно, даже не в 2 раза, значение карты клевер. Правда, добрый период для себя сделать что-то более чем хорошо. Но где-то быть осмотрительному, потому что в неожиданностях какие-то бонусы, а у вас выпала карта крысы. Будьте внимательными. Что же вам самой идет в руки? А вот вам колесо фортуны, колесо судьбы. Сама судьба вам дает какой-то шанс, возможность. И я должна сказать, даже планетарно, мои дорогие, период декабря, как и где-то период ноября, были запущены важные перемены. И сейчас
какая-то ситуация для вас будет проясняться, или она какой-то период развивалась, а теперь будет какая-то квинтэссенция, и для вас важно не упустить какой-то момент. Вообще пройти по тем событиям, которые для вас будут раскрывать в эти 10 дней судьба, а она определенно будет вам помогать. И предоставьте своей судьбе, может быть, перед вами даже раскрыть каких-то людей, вот таких вот. Значит, будет какая-то либо новость, либо ситуация, либо пусть это будет как через вашу интуицию какая-то подсказка. А значит, этому нужно уделить внимание, подумать, какую-то ситуацию для себя вот так вот разложить, может быть, по полочкам. И все же по колесу фортуны проходят еще наши действия. Причем за короткий период времени от чего-то именно не отказаться. Ведь это всегда то, чего мы не ждем. Но это со знаком плюс. Очень добрая карта именно возможностей. Как будто на пике сейчас колесо судьбы. И для вас, рядом тем более десятка пентаклей, может для кого-то конкретно получение денег, которых вы не ждете. Или согласование какого-то вопроса. Подписание, опять же, каких-то важных документов, которые будут потом сводиться в целом к вопросам благополучия. Или упрочение ваших позиций. Поэтому будьте внимательны, как и подсказкам высших сил, мои дорогие. Ну, наверное, высшие силы с нами разговаривают через интуицию. Давайте посмотрим, что же на дела, работу, бизнес. Есть какая-то история, которую точно не стоит продолжать. Может быть, какое-то дело, тема, проект, где, знаете, правильно и закопать топор войны, к примеру, да. Вот пусть избитая фраза, но у каждого ведь в своем каком-то контексте. Может быть, это вы придете к выводу, что тот проект, которым я занимался или занималась, сейчас нет смысла продолжать. Меня либо интересует что-то новое, вот карта ребенок как раз об этом, но вот прошлое, оно должно уйти. И, кстати, колесо фортуны. Ведь всегда именно фортуна или судьба, она изображается в виде колеса. Почему? Потому что есть период подъема и есть период спада. Так вот, какой-то период спада, он у вас как будто заканчивается. И начинается как раз период подъема. И, может быть, карты где-то убыстряют, как по скорости вам хотят передать информацию, что идет в руки. Какая-то быстрая смена событий, мои дорогие. И правда, ваши правильные какие-то решения будут очень важны в первую очередь для вас самих. Не оглядывайся назад. Нам всегда говорят по десятке мечей. Прошлое само пытается оттолкнуться от тебя. И, может быть, в чем-то были разочарования. Но теперь это не имеет никакого значения. В какой-то новой совершенно концепции вам придется, может быть, некоторые вопросы решать по работе. Может быть, вы, знаете, к примеру, ищете работу, да, и вы обладаете, ну, есть у вас диплом или есть какая-то профессия, есть, может быть, просто навыки, и вы рассматриваете одну сферу деятельности, а вам можно эти самые скиллы, навыки, умения, диплом приложить, ну, где-то в каком-то другом направлении. И для вас совершенно другие перспективы откроются. Давайте немножко проясним, что это десятка мечей. Ну, правда, возможность, информация, предложение или ваш какой-то внутренний инсайт, ваше решение. И вот куй железо пока горячо, правда, дайте еще достану. Тут можем мы услышать какую-то новость. Правда, посмотрите, не оглядывайтесь назад, вы посмотрите, что у вас на кону. Это время, по сути дела, возможностей побед. Шестерка жезлов, карта победителя. Какой-то вопрос у вас решается окончательно. Или какая-то тема из прошлого просто закрывается раз и навсегда. Конечно, от ваших решений и от ваших действий, потому что шестерка жезлов – это всегда приложенные усилия. И 6 – это по нумерологии всегда как вершина какой-то активности. Прежде мы прикладывали или действовали как-то, или вот активность свою в каком-то направлении проявляли, и вот теперь мы этот самый результат уже и получаем. Но даже если это как какая-то новая возможность, тогда карты говорят, тебя ждет эта победа, и где-то ты не оглядывайся назад. Может быть, не пробуй какие-то прежние методы, а действуй как-то иначе. Десятка мечей говорит, что прошлое
не сработают уже. Все. Это можно отнести к шаблонам нашего поведения или когда мы решаем вопросы в каком-то одном ключе, вот как по накатанной, да, как мы привыкли, может быть. А здесь нужно как-то по-другому, и победа будет у вас в кармане. Сама фортуна вам, судьба помогает. Финансы. И смотрите, десятка пентаклей, а дальше у нас именно в позиции финансов выпадает тройка пентаклей. Вам как будто, к примеру, смотря откуда приходят деньги. И правда, тот, кто ищет работу, может ее получить. И совсем немножко в некотором, но другом, ином каком-то ракурсе, вполне вероятно, туда, куда вы словно и не заглядывали в это направление, и не предполагали. Могут быть и предложения, такое тоже я могу допустить. У кого-то могут быть предложения даже от тех людей, которых вы знали, но для кого-то придут те люди, которых вы недостаточно хорошо знаете. Я могу предположить, что по аркану крысы может быть еще и такой момент, когда вы в ком-то будете сомневаться. Но сомневаться для вас это неплохая тема, потому что себя тут явно нужно защищать, но какую-то реальность нужно увидеть. Потому что как будто деньги есть, деньги будут. Или возможность что-то сделать хорошо. Может быть, по десятке пентаклей это какие-то важные выплаты, которые задерживались. Но тройка пентаклей – это мы всегда сдаем экзамен. И поэтому у кого-то придется, к примеру, откуда я сказала, приходят деньги. Про работу, если вы ищете, мы с вами определились. А если у кого-то бизнес, здесь придется что-то перестроить. Может быть, мы ожидаем, как в ноябре ожидали, так и в декабре. Может быть, уже и есть где-то у сильных мира сего. Нам об этом сейчас еще пока не будет известно. Скорее всего, это будет где-то февраль-март 2025 года, когда могут меняться не только валютные или фондовые рынки, уже сейчас может закладываться как новая система или электронных денег, или взаиморасчетов. Но это еще в сыром варианте, поэтому нам это не объявлено. Но где-то и рассматривать, может быть, поэтому по делам. Где-то вас переориентируют на что-то новое, потому что будет что-то меняться, мои дорогие. И поэтому даже если мы не хотим ничего менять, внешне будут события, обстоятельства, которые нас заставят поменяться или измениться. И поэтому по деньгам тут тоже. Или добавить себе, к примеру, рассмотреть, как обрести новые навыки или какое-то ремесло, новую профессию, у кого-то так. Или свое творчество монетизировать, почему нет. Среди вас очень много людей, которые как раз вдохновение приносят, какие-то великолепные плоды, шедевры можете создать. Это я точно знаю, потому что есть у меня в окружении моем такие люди. Это просто творят, ну, даже бы и не мог представить себе, что такое как-то можно скреативить, а на самом деле можно. Вот здесь что-то подобное, новое, когда ну и подсказки интуиции будут в тему. Слушайте себя, чем заниматься или куда душа ваша подсказывает, зовет вас, чем, в чем вы себя видите или в чем вы можете добиться успеха. Конкретно там же и деньги, опять же, находятся, но у вас что-то получится осуществить. Для кого-то из вас это мы изучаем буквально что-то новое, и в последующем мы это новое изучение переложим на практику и тоже заработаем деньги. Поэтому по этой карте можно воспринимать как и совет «учись новому». Или смотри на пару шагов вперед, где-то добавь, может быть, для кого-то даже так, себе новой профессии, если тебя прежняя работа уже не устраивает, надоела, или в округе крысы вот эти уже мешают, значит, рассмотри себя, для себя новые какие-то варианты творчества, работы, взаимодействия, или, может быть, графика даже работы. Кому-то работать надо на дому, может быть, в силу разных обстоятельств. Такое тоже вполне вероятно. Или работать из любой точки мира. Рассмотри новые возможности. И будут какие-то новые способы заработка или дополнительные деньги. Может быть, как дополнительный доход. Личная жизнь. Что-то вы тут могли поставить на паузу. Или какой-то вопрос не решался. У кого-то попросту с недвижимостью, вот я говорила. Или вы сами не решались на какие-то перемены. И в этой колоде карт нам говорят о том, что
ну, где-то в тупик вы сами себя вогнать не должны. И с учетом колеса судьбы, пространство словно может вам ускорять какие-то события. Поэтому, может быть, из этого подвешенного состояния пора выходить. Всегда тупик, да? Вот посмотрите, как будто буква Т. Ну, практически каждая карта в любой колоде этот символ несет. Поэтому мы не должны согласиться на какую-то двойственную или качелеобразную ситуацию. Это первое. Какой-то период ожидания, видимо, тоже для вас должен каким-то мудрым решением или смелым решением точно закончиться, потому что на кону десятка пентаклей благополучия. Даже если есть какие-то темы, пусть они касались личной жизни, может быть, недоверие или сложные какие-то взаимоотношения с родственниками партнера, ну, значит, продумать всего-навсего стратегию, тактику, как вы. Мы ведь, бывает такое, не можем этих людей исключить из нашей жизни. Они останутся. Ну, куда ж ты их денешь? Ну, значит, самого себя как-то обезопасить. Но на авансцену вам явно пора выходить. Давайте я достану пару карт. Хочется прояснить, это правда, что нам еще скажут. Что это по аркану повешено, правда? Отправляйся в путь. Шестерка мечей, да, это карта заслуженного успеха. И вы знаете, у кого-то проиграется все то, что я говорила. Стройка пентаклей. Мы по шестерке мечей осваиваем новые технологии. Все то, что связано с пространством, с эфиром, с интернетом. IT-технологии, ну, разные разработки. Именно, может быть, и у нас же сейчас цифровая эпоха, которая развивается семимильными шагами. Вы можете для себя или можете просто заинтересоваться чем-то, и вам захочется в этой теме углубиться. И вы знаете, успех вас будет ждать. Для кого-то из вас конкретный переезд, об этом будет говорить. Или вот по части личной жизни, когда вы с кем-то съезжаетесь. Или когда вы будете продумывать вообще с вашей семьей о переезде. Была какая-то вроде как застывшая, замороженная ситуация, а теперь уже вы видите какие-то перспективы. Перспективы по шестерке мечей, они точно есть, мои дорогие. Главное на что-то решиться, ведь это карта мужества. Нам придется еще какой-то период словно пройти в сумерках. И это нас не должно пугать. Это как новую главу жизни написать. Что это еще? Королева чаш. Карта любящего человека. И правда, вы знаете, к примеру, если был какой-то конфликт, не могли вы с вашим партнером найти взаимопонимание. Или, может быть, вам кто-то мешал своими советами. Советами как вам, так и, может быть, советами вашему партнеру. Вот родственники, правда, могут для кого-то проиграться просто через личную жизнь, потому что на кону благополучие, и по карте клевера благополучие, в том числе и в личной жизни. У нас тут два, по сути дела, дома. И вот какая-то такая внутрисемейная ситуация непонятная. А здесь двое должны только разобраться окончательно в чем-то. И вполне вероятно, кто-то ссорит специально, нарочно, говоря какие-то небылицы или свой какой-то отрицательный опыт перенося на вашу жизнь даже, да, своими советами. А здесь как раз, посмотрите, быть счастливым, любимым и по королеве чаш. Это, конечно, ваши энергии, как вы захотите. Об этом нам говорит карта. Или то, что для вас будет важно. Вы можете как раз осуществить. Или даже из-за какой-то затруднительной зависшей ситуации вы можете тоже выйти. Для вас нет ничего невозможного. Вот эта победа, она может проигрываться через важное согласование даже по части личной жизни. Но давайте мы откроем карту совет. Иерофант, правда, вам что-то по судьбе возвращается или приходит в вашу жизнь. Иерофант тут и про деньги, кстати, и про учебу тоже, потому что всегда по иерофанту или мы учимся, или мы учим кого-то. К вам могут обращаться за советом, как к мудрому человеку. Вы еще и люди добрые очень. Такое тоже не исключаю. Тогда эта карта говорит, что не отталкивает себя человека, если ты видишь, он пришел за советом, у него патовая ситуация, а ты уже в ней был. Ты знаешь вот это ноу-хау, как действовать. Но и мы тоже учимся. Вся наша учеба, наверное, это где-то жизнь. Но все же по иерофанту это традиция, это бракосочетание, это венчание. Да, я могу предположить, у кого-то может быть и развод.
но это значит, тоже будет своего рода выход из вот этой застывшей, подвешенной ситуации, когда вы словно свободны. Иногда есть такие колоды, в которых шестерка мечей означает трансформацию. И вот у вас действительно с арканом повешенным какая-то трансформация в личной жизни идет практически на пороге, но это вы все равно остаетесь счастливыми, довольными, с какими-то новыми возможностями, с какими-то новыми, может быть, достижениями даже, я могу такое предположить, потому что для кого-то, правда, будет проигрываться работа на дому, это точно, или какое-то как новое творчество развивать. Какие-то оковы, вот то, что словно вас удерживало, или как вот по этой карте десятка мечей, словно одного меча было бы достаточно, показалось мало, 10 пронзили тело, и мы были обездвижены. Так вот теперь эта обездвиженность или подвисшая, зависшая ситуация, она завершается. И сама судьба вам помогает, и высшие силы. Перекладывайте на себя, мои дорогие, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.